Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что ждете наших встреч с Пламеном Пасковым, и он на связи. Пламен, приветствую вас пламенно. Приветствую вас и вашу растущую аудиторию в этой достаточно дождливой, можно сказать, с паводками и наводнениями, бурной политической осени 2025 года. Очень бурной, причем без географических и политических ограничений. Ну и, конечно, пламенной, потому что Украина в огне, идет отработка по всему, чему только можно. Возле Полтавы побили поезда Укрзалізниці, значит, удары наносятся по газовому сектору. Во Львове во время атаки позавчера прилетело и в газохранилище, но об этом одной строчкой сообщила прокуратура, подробностей, конечно, никто не говорит. И перманентно выносятся самые разные объекты разного вольтажа, трансформаторы, подстанции, которые обеспечивают электроэнергией города. Да, и Черниговская область под ударом, и над Киевом сегодня летали дроны. В общем, на самом деле горячо и огненно. Но что нам это, к чему это все ведет? Да, вот мы сегодня попробуем с вами поговорить. Формат нашего эфира неизменен. Спасибо всем большое, что поддерживаете канал. QR-код – это возможность написать свой вопрос прямо когда хотите, или мнение, пожелание, и канал поддержать. Также суперчат, суперстикеры, супер спасибо. Спасибо за супер спасибо. И за то, что, ну, скажем так, принимаете участие в эфирах, в комментариях и высказываете свою точку зрения. Опрос сегодняшнего эфира он такой. Какая главная цель уничтожения украинской инфраструктуры? Смотрите, берем всю инфраструктуру. И ЖД, и газ, и свет, то есть без дифференциации. Это важно. В целом, зачем это все на этом этапе эскалации войны? Варианты ответов. Принуждение к капитуляции, удар по карману Европы, изматывание ВПК России. Поясню, имеется в виду, пока вот здесь идет массированная отработка, Россия не так опасна для всех остальных, для стран Запада, поэтому, собственно, пускай воюйте, в общем, тут. Вот что подразумевается под этим вариантом. Ну или катастрофа, которая всех отрезвит. Конкретно Запорожская атомная станция, другая атомная станция, или просто гуманитарная катастрофа, когда областной центр какой-то, вот как Зеленский от Москву отключал от электроэнергии, вот, например, не дай бог, конечно, люди все-таки будут страдать, но тем не менее такой город, как Харьков, да, или какой-нибудь там Чернигов, или Сумы, в общем, большой областной центр, полностью гуманитарная катастрофа, ни света, ни воды, и тогда все кинутся спасать народ и скажут: ой, стоп, игра, мы в домике, давайте на паузу, давайте что-то о чем-то договариваться. То есть какая цель вот этих ударов? Как вы отвечаете на этот вопрос? И на самом-то деле урона мы же до конца не понимаем, Пламен. Слушайте, формальный ответ на этот вопрос – это ваш первый ответ, который вы там дали. Реальный ответ – это действительно как-то с трудом пытаюсь найти какие-то приличные слова. Если ты отравляешь жизни обычных людей, потому что удары по инфраструктуре отравляют жизни ни военным, ни Зеленскому, ни 95-му кварталу, ни Банковой, ни всей этой своры, которые имеют, скажем так, более приближенное отношение к всем этим неприятностям, которые вызывают действия как ВСУ, так и не только ВСУ. Но с этими, я сейчас смотрю, наверное, вы потом собирались это сказать, сообщается об эксплозии петрольной рафинерии Антипина-Тюмень, то есть НПЗ, достаточно далеко, чуть ли не в Казахстане, в районе Ижевской эксплозии химический завод Урал-Аргинец в Пермской области и нападение дронами на Дзержинске Нижегородской области. Ну, слушайте, если туда, далеко, за Уралом уже эта рука протянулась, это либо паутина версия 2.0, либо действительно очень длинная рука и очень никакое ПВО. Ну, российское имеется в виду. Если 38-39, ну, уже под 40% НПЗ либо уничтожены, либо поражены, то недалек тот час, когда это приблизится уже к 50%, а это уже, оно и сейчас критическое, тогда будет вообще сильно болезненно критическим. Единственный смысл бить по инфраструктуре, по, скажем так, другим узлам Украины с военной точки зрения имеет на вход с Польши в сторону Украины железные дороги,
Житомирская трасса, Львовская до Киева. То есть, если хочешь чисто с военной точки зрения сделать так, чтобы, во-первых, до тебя не дотягивалось, во-вторых, бойцов погибало меньше и твоих, и так называемых украинских, то бей туда, перережь все это снабжение, и не надо кошмарить весь народ. Зачем кошмаришь весь народ? Чтобы народ сделал что? Чтобы взял дубинки, ложки до кастрюли и пошел на восстание против кого? Где? Как? Ну, я действительно не могу понять вот эту логику. Сделаем людям больно, обесточим их. Обесточивание означает без воды, потому что вода обеспечивается насосами, электронасосами. Нету электричества, нет у вас воды. А это уже просто кошмар. Это не антисанитария, это откровенная средневековая зараза, особенно в этих конструкциях этих городов. Не будет газа, то есть люди будут мерзнуть и погибать. Все эти, которые на кувёзе и там, больницы, которые должны как-то работать, все это загибается. Ну, есть там какие-то альтернативные временные решения, но это не генеральное решение. Ладно, все это сделаешь. Ради чего? Зеленский, там сострадание какое-то появится, пепель там он посыпет себе по голову или примет какие-то другие решения, или, может быть, какие-то другие действия предпримет. Ради чего? Мне это не сильно понятно. Ради чего Зеленский бьет по этим НПЗ, ну, вернее, британцы руками Зеленского. Есть военная логика. Если мы не можем победить их на фронте, мы уничтожаем и повреждаем таким образом. Так а в чем военная? Нет, давайте хорошо, давайте остановимся и объясните эту военную логику. Давайте так, ну вот, трезво посмотрим на вещи. Украина, она меньше значительно Российской Федерации, но она тоже большая страна. Да. И такую большую страну нашли способы, диверсификация логистики, вот эти бензовозы, которые ездят, да, то есть нашли способы, чтобы горючка была. Ну, то есть вы думаете, что в России не найдут способов, чтобы горючка была? То есть Беларусь не подключат, да? То есть китайцы, тут если корейцы солдат своих отправляют, то есть погибать, ну, погибать. Вы думаете, не найдется стран, которые будут бензин отправлять? Которые будут поставками, эшелонами и, собственно, ну, как бы решать эти проблемы. Вы думаете, это нерешаемая проблема? Это исключительно тупой пиар. И я согласен со многими людьми, которые высказываются по этому поводу. А в каком плане? В том плане, что да, создаст проблемы, да, действительно там дефицит, рост цен, все дела, но войны-то это не останавливает. Плюс вы же видите, как Зеленский ведет себя. Он говорит, значит, мы будем бить по НПЗ. То есть ни внезапного удара тебе. Это объявлена заранее акция. Это вот как какая-то, я не знаю, там какая-то реклама. Зачем ты, если ты хочешь шокировать и создать много проблем противнику, а что ты его объявляешь, анонсируешь? То есть мы изначально сталкиваемся с суровой реальностью, когда, простите, твои дроны, которые летят на 2000 километров, что является, ну, таким, понятно, байкой солдатской, ну, да бог с ним, они не наносят того урона, да, который способен перелом в войне осуществить. Зеленский рассуждает исключительно, и повторил это вчера, когда новая премьер Литвы приехала в Киев, говорит, значит, мы будем создавать проблемы, у россиян вырастет недовольство и вопросы к своим властям. И вот за счет этого дальше 3 точки. А вы можете продолжить, что после этих 3 точек? Да не будет продолжения после этих 3 точек. Вы совершенно корректно и правильно и даже подробно описали ситуацию, что нету ни одного инструмента, который можно называть либо считать геймченджером. Не удары по НПЗ, сокращение по НПЗ. И да, что из этого? Из этого просто Россия не просто начнет, она уже закупает бензин у Китая, экспортирует туда сырую нефть, то бишь сырье, и закупает переработанный продукт, где уже есть добавленная стоимость, да, где уже есть рабочие места, где уже есть много чего. И ровно так же, как они кругляка десятилетиями вывозили в Китай объемом там Приморский край на 2 миллиарда долларов в год, а завозили табуретную другую мебельную продукцию, опять же из того же самого Китая стоимостью 4 миллиарда долларов в год. Ну, вот оно и бизнес, вот вам и чистая колонизация. И сейчас к этому списку кругляка добавляется нефть. Если можно было бы из газа что-то сделать, ну было бы то же самое. Так что нет, здесь
Я еще раз затрудняюсь найти приличные слова, причем не только по-русски, но и по-болгарски. И я действительно, у меня немножко слов не хватает, потому что единственная военная логика, если ты хочешь добиться твоими военными заявленными, либо скрытыми, либо настоящими целями, если ты хочешь победить в этой войне, которую ты запрещаешь, чтобы называли войной, я имею в виду кремлевская, скажем так, позиция, это воспользоваться своим количественным преимуществом, воспользоваться своим военно-техническим преимуществом и бить туда и так, чтобы получить результатов побыстрее. А бить туда и так, это означает перерезать пути снабжения, потому что армия без тыла, армия без снабжения, скажем так, воевать долго не будет или вообще воевать не будет. А пути снабжения Украины, они хорошо известны. По воздуху это не доставишь. Это только ЖД и автомобильным транспортом. Бить туда и так до полного перерезания, и тогда были бы спасены жизни сотни тысяч молодых и, скажем так, функционального возраста людей и с той, и с другой стороны. А нет, мы бьем по хвостам, мы бьем напередок, мы бьем только туда и так. Нам бьют на 1,5–2 тысячи километров вглубь, а мы бьем просто так. Мы бьем по энергораспределению. Даже по энергогенерации нет, а по энергораспределению. И нет, ну, знаете, я понимаю, что если, скажем так, определенные основательные моральные замечания по поводу того, что Россия пошла оружием на Украину, потому что там фашисты, потому что там русских гнобят, потому что запрет русского языка, потому что Майдан переворот, потому что все это правда. Ну, когда ты ведешь себя не менее свински, чем те, против которых ты идешь, с твоим моральным преимуществом тоже дела не ахти, не охти. Потому что если ты заявляешь вот эти цели, чего ты ждал вообще-то 8 лет? Чтобы эта армия появилась, накачалась, и чтобы людей истребленных было больше. Чего потом жесты доброй воли? Почему сдаешь территории? 27% было захвачено, сейчас добрых 19%. Ценой такой, что, мама не горюй, 1,5 миллиона людей уже угробили только своих. Это что такое? Это тактика, это стратегия, это глубочайший геополитический шахмат всех времен и народов? Или как? Или это какие-то бункерные специфические стратегии? Ну, и сейчас бьем по распределению, не по генерации, по Зачем? Ты делаешь это плохо кому? Армии? У армии собственные вопросы. То есть они там Не, решают подождите. все энергетические вопросы. Зеленский выходит и говорит, мы... Я про Кремль, я про Кремль. Подождите, Зеленский выходит и говорит, мы там каждый день по САУ «Богдан» выпускаем. У нас 2,5 миллиона снарядов изготовлено, мин, снарядов разных калибров, короче, производим. Мы готовы экспортировать оружие. Понимаете? То есть это означает, что надо выключать производство. Где размещает производство Украина? Ну, где может, где скрытно, где по-разному бывает. Мы это наблюдали и заметили, особенно когда срисовывали, давали координаты и, так сказать, бомбили и рушили в том числе и разные дома. Тут задача как бы отключить военное производство через отключение электроэнергии. На людей плевать. Военная логика. Ну, то есть, не сносим, как Израиль сносит Газу, вот это вот, по кирпичам, имеется в виду всю территорию Украины, не только там, линию фронта. Ну, скажите спасибо, Россия воюет не так, как Израиль. То есть, понимаете, тут абсолютно смешалась эта логика, и принципиально важно, что Зеленский, отвечая на вопрос, например, конкретно по газодобыче, он отвечает как? Говорит, деньги, денежки. То есть деньги найдем, газ закупим, там, поставим, все будет нормально. Ну или попытаемся, чтобы все было нормально. По свету сложнее, непонятно, если будут выбивать подстанции. Ничего, будем защищать как-то, но все не защитим. Зеленский вышел, вот глава потужности, и говорит, мы все не способны защитить. Поэтому мы будем наносить удары в ответ, куда дотянемся. Там подстанция в Белгороде, Брянская область, Клинцы, ну, в общем, и многие другие точки. Там Крым, Туапсе, будем туда отправлять дроны. Ну, вот такая война. Поэтому это же просто цинизм высшей меры. Говорит, надо к этому готовиться и воспринимать нормально. Нормально воспринимай.
что света не будет, что газа тоже не будет, впереди зима и, собственно, война продолжается. И тут же возникает же обоюдный вопрос. Если это расчет на то, что условные россияне взбунтуются против Путина, потому что будут у них лишения, им будет некомфортно, то Зеленский уже за эти годы войны уверен, что украинцы не взбунтуются от этих лишений. И вот в чем интересность этой ситуации. Вот эти расчеты на то, что когда сделаешь больно, неприятно и оскорбительно населению, оно как-то самоорганизуется и сбунтуется. Ну, к сожалению, мы это изучали даже в мое время в школах, что там революционная ситуация, когда верхи не могут, низы не хотят, соответственно, и так далее. Это называется предпосылки, предпоставки, то есть теоретические предрасположенности и вероятности и возможности. Но если нету гегемона, все это остается так, как оно остается, а по гегемону по башке дают достаточно конкретно и на территории многострадальной Украины, и на территории России. С гегемоном, который мог бы повести вот эти гневные или оскорбленные народные массы в том или в другом сценарии, пусть и ну, там, естественно, и вариант цветной революции, который сейчас мы попытку наблюдаем и там в Грузии и так далее и тому подобное, это излюбленный такой инструмент, который уже оскомину, что называется, набил. С этим все понятно. Ну, Александр, меня, честно говоря, другое бесит. Знаете почему? Во-первых, европейцы дают деньги Зеленскому, во-вторых, не просто дают, а улыбаются, обнимаются, радуются, гладят по голове, целуются по возможности, я не знаю, на камерах или нет. Почему такая, понимаете ли, радость? Он, ну да, он, конечно, молодой, он, ну, не Ален Делон, скажем так, в лучшие времена, но все равно, наверное, симпатяшка для многих из дам. Но все ему очень рады. Угадайте, почему? Потому что Зеленский аккурат выплачивает откаты. Когда есть определенные договоренности, все те деньги, неважно в виде денег, неважно в виде каких-то там товаров, боеприпасов и прочее, прочее, есть определенная сделка именно с этими еврофункционерами, не с евроинституциями. Хотя по совместительству эти еврофункционеры представляют, изображают какие-то евроинституты, но они получают откаты не на евроинституции, а себе персонально, ровно так же, как с договорами с Pfizer, с ее мужем, Урсула фон дер Лайен, хайку, что называется, на миллиарды с черными такими полосами в договорах, тайно закрытая 7 печатями, там вообще-то на века, что называется. Ровно поэтому они, вот это кровавый бизнес, он не прекратится, потому что это архивыгодно им тоже, потому что оперируют они деньгами европейских налогоплательщиков, этими же деньгами они платят американскому военному промышленному комплексу. Почему Америка долгое время не отправляла? Потому что, понимаете, там коррупция называется лоббизм и облагается налогами. И чтобы Зеленский возвращал вот эти откаты, и это оформлялось лоббизмом и налогами, ну как-то даже времен Байдена вообще-то не очень не так. Хотя этими вопросами занимался Ллойд Остин, бывший министр обороны, он отвечал за сбор денег демократической партии именно через Украину, но там были серые и черные каналы, которые имеют в себе какую-то уязвимость, и там Зеленский тоже аккуратно все выплачивал. А вот эти европейцы ему так рады, просто потому что это здесь вообще не облагается налогом. И именно поэтому сейчас истребляют людей и там, и так. Именно поэтому идут запреты, прямые запреты России со сторон Запада, бить не туда, куда надо, чтобы это быстрее закончилось, в ту или в другую сторону, а там изображать, вернее не изображать, а сражаться только там и только так, чтобы побольше из ваших погибало. Подождите, то есть вы считаете, что России запретили... Подождите, вы считаете, России запретили быстро победить в войне? И России запретили вести войну определенным образом, и это было обговорено еще на берегу славного Женевского озера, на этой 3,5-часовой встрече Путина с Байденом, где все эти тексты были аккурат уже изложены, подписаны и приняты. Естественно, публично не озвучены не были. Там эти условия, как воевать и как не воевать, были обговорены. Именно поэтому солдаты и командиры и с той, и с другой стороны фронта чешут репу уже 4-й год и говорят, слушайте,
Да почему это так? Ну, если надо было воевать или сделать то, что мы можем, хотим, или что нам обозначили, нужно сделать 1, 2, 3, 4. А нас заставляют сделать какой-то странный, какой-то безбашенный хоровод. Либо держать, либо идти туда, не зная куда. Вообще-то никакая военная логика там не клеится. Очень редко есть вообще-то какая-то военная логика. Я с различными командирами с той и с другой стороны разговаривал. Естественно, озвучивать не буду. Они, мягко говоря, в полном замешательстве и те, и другие. Почему, например, если какая-то страна начинает иметь какой-то привес, внезапно оказывается так, что какие-то генералы, особенно самые эффективные, ловят их либо за коррупцию, либо за то, что они критиковали руководство, что ни снаряды, ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое, и отправляют в качестве пехоты и штурмовиков как раз дронницу, которые занимались теми вопросами, которые, там на вес золота каждый такой специалист. Причем и с той, и с другой стороны. Я позавчера смотрел в телеграм-канале, как целый такой отделение дронных специалистов Украины, даже не России, их тоже на передовую отправили. Это как? В этом-то есть какая-то логика, всегда есть какая-то логика. Все, что выглядит какой-то дикостью, имеет другую непонятную, неизвестную пока тебе логику, но эта логика всегда присутствует. Ни Украине не давали, и все еще не дают бить так, как она может, ни России не дают бить так, как она может, особенно когда у нее было, скажем так, полная доминация в воздухе, и когда украинское ПВО не было таким ПВО, каким оно сейчас является. А у России, если посмотрите даже в Дуропедии, есть по 4000 боевых самолетов. Даже с учетом, скажем так, скверной там поддержки и воровства, и ужаса, и технической непригодности многих, 1500 они могли бы спокойно большими такими волнами запустить и решить все вопросы еще в первые пару-тройку недель, пока Украина не очухалась и пока ПВО как таковым не появилось. Могли. Сделали? Не сделали. Почему? А потому что нельзя. Но если снабжение идет еще раз Житомирской трассой, Львов, Житомир, Киев, нету других трасс. Что там, через Одессу, что ли? Одесса, все тоже понятно. Пару-тройку пунктиков, это входы всего. Причем ЖД, потому что снаряды самолетами не затащишь. На самом деле, самолетами уже никто не ездит на территории. Даже дипломаты и даже все остальные, они приезжают в ЖД, потому что никак по-другому. Все известно. Все в зоне доступа. И ничего. И ждем, пока дойдет не только до Киева, не только до Днепра, а до передовой. И там начинаем уже лупить по складам, особенно если все эти там центры размещены в жилсекторе и так далее и тому подобное, чтобы потом показывать collateral damage, и какие плохие вот эти, и какие хорошие мы, какие хорошие Д'Артаньяны и мы, какое моральное превосходство у нас, и каждая сторона этим пользуется. Каждая сторона, вернее, не пользуются. Этим, скажем так, играют в этом дурацком камуфляже. Это водевиль какой-то. Не было бы так много крови и смерти, это был бы чистый водевиль. Но это такая пошлятина вообще. Это не война, это черта что. Потому что если так люди воевали бы, Россия с Эстонией не могла бы исправиться. Не то, что с Украиной. Смотрите, извините, я немножко такой. Тут какой нюанс ввиду всего происходящего сейчас? Так, а какой смысл имеют сейчас вот эти томагавки? В украинском инфопространстве запустили сразу нескольких депутатов «Слуг народа», то есть от Зеленского, которые рассуждают. Значит, мол, Трамп, он же, вчера, у них сегодня, вчера, по американскому времени, говорит, что я практически принял решение по томагавкам, какое не скажу, в общем, посмотрим, что там да как, и уже карты рисуют опять, вот эти, там 2000 военных и гражданских объектов будет поражено в зоне поражения от томагавков. С чего их запускать? Это вопрос третий, вопрос томагавков. И, мол, нам не дадут томагавков, одни депутаты «Слуг народа» говорят, но будут держать этот крючок, угрожать России, и Трамп – это его переговорная позиция. Другой депутат говорит, что нет, нам будут давать томагавки по чуть-чуть и с запретом стрелять. Но тут возникает интересный нюанс. Если... Трамп же, он стратегическое вооружение, СНВ, он, собственно, поддержал идею Путина продлить мораторий еще на год, то там же гипотетически в зоне поражения Энгельс, вот эти носители, то есть это прямое нарушение. То есть получается, что
открывается путь вообще к денонсации любых договоров, а Трампу и Путину это невыгодно, они не пойдут на разрушение этих договоров. Вот это вот прям как белый день понятно. Это просто торги и игра. Поэтому Трамп вот так неопределенно и отвечает на этот вопрос, и все так посмотрели вчерашнее общение с журналистом и поняли, что, ну, понятно, скорее всего, не будет никаких томагавков. А политики внутриукраинские начинают разводить вот эту байду, что типа вот-вот-вот, дадут, ну, скажут, не стреляйте, дадут чуть-чуть, или вообще просто только будут обещать, но это уже типа хорошо для Украины, потому что, обещая Украине томагавки, как бы они воздействуют на Путина. В этой неправильной войне что эти томагавки решат? Ну, во-первых, томагавки будут и много, только не на территории Украины, особенно изначально. Почему? Слушайте, а как они применяются? Какие у них носители? А у них носители военно-морские да наземные, не военно-воздушные. Ага. А если военно-морские, может, у Украины есть какой-то Балтийский флот с какими-то там подлодками, с какими-то другими там эсминцами или как? По-моему, нету такого Балтийского флота. А может, есть Черноморский флот, который годится в носителях? Украинский. По-моему, такого тоже нет. Значит, остается наземные. А наземные структуры уже сделаны на территории многострадальной Украины. По-моему, это займет какое-то технологическое время, потому что вряд ли у них есть готовность к этому. Ага. Тогда зачем нам вообще это рассказывают про эти томагавки? А потому что томагавки – это производство компании Raytheon. А компания Raytheon – это группа компаний BlackRock. А BlackRock уже, ну, там почувствовали кровь, что называется, финансовую, потому что Евросоюз обещал это покупать. А у Евросоюза есть и наземные структуры, ну, либо можно сделать быстро, оперативно и безопасно, потому что Россия пока туда не бьет, либо загрузить или отправить в Балтийское море, да и в Черное море можно отправить, ну, не то, что 6-й американский флот, ну, какие-то европейские суда, которые предназначены, там таких нет. Там единственно британские да американские. Даже израильские там не могут. То есть, если кто-то будет запускать эти томагавки военно-морским путем, это могут быть либо американцы, либо британцы. Других не может быть. Причем британцы могут запустить только с разрешением и согласованием американцев. Так что военно-морской путь применения, ну, как вы видите, определяются некоторые ограничения, по крайней мере, по времени. К этому надо как-то прийти. Наверное, кому-то нужно еще продать, лицензировать, согласовать, обучить. Это быстро не делается. Ну, об этом уже говорят, значит, такие уже готовности для такой подготовки идут. Ага. Значит, если наземным образом, то это можно сделать в Польше, в Румынии, потому что самые дальние томагавки это 2500 километров, но большинство из них бьют на 500 плюс километров. Ага. Но если они будут в Польше, в Румынии на 500 плюс километров, они даже не дотянутся до линии фронта. Что им там делать, а? Ага. А зачем тогда эти томагавки? Ну, эти томагавки для того, чтобы продать огромное количество томагавков Европейскому Союзу, которые сейчас предназначены для утилизации, и приготовиться для их применения, для того, чтобы их списать, но с территории Европейского Союза. Где какие-то территории Европейского Союза, откуда можно как-то угрожать и кошмарить Россию. Не обязательно, чтобы эти томагавки применялись, но, скорее всего, будет желательно для того, чтобы, во-первых, проверить их на годность и проверить Россию на вшивость и на, ну, скажем так, на слабо, и посмотреть, что такое будет. Потому что Трамп уже приступил к применению болезненных политических приемов для того, чтобы заставить Путина вернуться к тому плану Виткофа, который обсуждался подробно, но который доведен до ума и до конца не был. Значит, если мы хотим туда дойти, нужно, во-первых, подряды заработать, во-вторых, томагавки немножко применить, и в-третьих, ну, смягчить. Подождите, а план Виткофа отверг Путин, вы считаете, а не Зеленский? Ну, еще раз, на мой взгляд, Зеленский, и если Путин согласится, то тогда там куш для Америки настолько большой, что уговорить Зеленского это вопрос меньше 48 часов, даже при условии, что британцы там, естественно, будут яро сопротивляться. Объясните тогда, о каком плане Виткофа мы говорим? Мы говорили в плане Виткофа, якобы то, что писала пресса, что Украина уходит из Донецкой области, война останавливается по линии разграничения на всех других территориях, возможно, обсуждается, что ну, вот эти зоны, которые занимаются в Днепропетровской области, ну, и в Сумской, и в Харьковской, тоже будут освобождены. То есть, территориально, в принципе, сделка, обмен земель. Ну, то есть, вот так.
да, плюс какие-то определенные условия, шаги навстречу, да, условно друг другу по вопросам там другим этой войны, и, собственно, все, на этом расход. Зеленский сказал, ничего отдавать не будем, это Конституция, пошли вон. А вы сейчас говорите, что это, ну, что это Путин отвергает план Виткофа. Об этой Конституции, об этом пошли вон, Зеленский забудет очень быстро, оперативно. Мы даже будем удивляться и, соответственно, будем это обсуждать. Я в этом не сомневаюсь. В планах Виткова 4. Первое это было 17 апреля, второе было 25 апреля. Они немножко уже менялись не только структурно, но и по содержанию, потому что реалии уже были другие. Третий был на Анкоридже. И четвертое будет к моменту, когда Путин уже, ну, скажем так, станет более сговорчивый после того, как НПЗ, поражение НПЗ достигнет 50 плюс процентов, и как дефицит российской экономики начнет уже говорить о многом. Например, сейчас под 5 триллионов рублей дефицита. Оптимисты говорят, что до конца года будет 8, а реалисты говорят, что будет 11 триллионов. И сам факт того, что экспортируя в Китай нефть, ты уже завозишь бензин, тоже многое говорит. Так что это еще не конец. Если его таким пошаговым образом довести до определенной сговорчивости, то он будет вынужден идти на эту определенную сговорчивость, и да, тогда опять же станет территориальный вопрос. Тогда вот эти территории, ну, действительно будет какой-то торг, будут новые карты, не те, которые мы обсуждали где-то немножко после Анкориджа, которые там Нью-Йорк Таймс там публиковали. Все это хорошо видели, 4 варианта там были. Не будем сейчас их вспоминать, потому что, скорее всего, будут сейчас определенные изменения. Только к этому моменту придется погибнуть еще несколько десятки тысяч и с той, и с другой стороны, а может и под 100 тысяч. И, естественно, границы немножко сдвинутся на пару-тройку сотен квадратных километров, ну, в сторону Днепропетровской, в сторону Харьковской, Сумской, ну, предположительно, даже немножко будете в сторону Донецкой области. Вот что произойдет. То есть, поэтому сомнительному удовольствию типа Саду-Мазу придется пройти, потому что томагавки применены не будут. Томагавки для того, чтобы их применять, это действительно оружие такое серьезное, которое, ну, Путину будет уже нечем объяснить, почему уже мы не отвечаем, если такой прямой казус белли. Потому что томагавки еще раз могут применять только британцы и американцы. Да, есть другие заявки на закупки, которые рассматриваются, еще несколько стран, но если эти несколько стран, предположительно в скобках Польша, закупят такие томагавки, либо будет их туда монтировать и будет оттуда их запускать, еще раз, массовые томагавки, которые пойдут сейчас в Европейский Союз, это, ну, скажем так, ну, томагавки это, давайте скобку важную откроем. Томагавки это целая семья, целый букет вооружений, которые только внешне похожи немножко друг на друга. А начинки такие, что от 500 километров до 2500 километров от разного типа базирования, от разного типа боеприпаса, от разного много-много, там море. Поэтому Европейский Союз получит не Бентли, а получит Ford Focus 1974 года, типа Томагав, то есть и одной автомобиль, и другой автомобиль, условно выражаясь. И вот этими они не смогут достать до территории Российской Федерации. Поэтому они их там получат для, ну, черт знает для чего, наверное, до того момента, пока на левый берег Днепра Украина построит какие-то наземные такие шахты базирования для этих томагавков и затащит их по той же самой хорошо известной уже, бурно ее обсудили, эту трассу, нужное количество вот этих труб под названием томагавках, их туда монтируют, и оттуда уже они могут доставать российскую территорию, ну, как те же самые атаки МС, как все остальные, просто томагавки это теоретический носитель ядерного оружия, то есть это уже момент угрозы, то есть момент вызова российской ядерной доктрины, которая, очевидно, как-то не активизируется. Красные линии для нее очень быстро исчезают и выветриваются, если даже и были. И, кроме того, томагав штука такая, что, да, они могут туда запихнуть те, которые на 500 километров, но Россия это не знает, а вдруг это на 2500 километров и даже до Екатеринбурга достанет. То есть в этот момент шахмата угрозы будет классно работать на того, чтобы измотать нервы Путина и сделать его более сговорчивым, более тепленьким для того, чтобы он согласился на то, на что он сейчас категорически не соглашается. Зеленский это вопрос 48 часов. Снимаем тебе разведданные, снимаем тебе Starlink. И все. И ты готов. Армия тебя вообще-то принесет по частям, если ты не готов. Потому что они ослепнут сразу, и они будут погибать огромными пачками. Армия просто тебя, ну, в таких пакетиках полиэтиленовых разной части тела Зеленского принесут куда скажут. Если он на это в рамках 48 Понимаете, часов... в чем дело? Тут это все, может быть, было бы и так,
и можно было бы полностью с вами согласиться, но, как показывает практика последних противостояний, эти игры можно играть вдвоем. Сейчас какая-то нездоровая ситуация развивается вокруг Венесуэлы. В чем нездоровость? Нью-Йорк Таймс публикует материал, где говорит, что Трамп поручил прервать переговоры с Мадуро, ну, типа, разочаровал его Мадуро. Заметьте слово, да? Разочаровал. Он к Путину применял точно такие же слова в свое время. Предположительно, когда-то он его очаровывал. Да, то есть Это получается, да. Так вот, значит, это вот прямой путь к тому, что, ну, в принципе, что, можно повоевать, да, то есть из переговоры вышли и можно повоевать. Но в разного рода, скажем так, сегментах информационных публикуется малопроверенная, но такая достаточно логичная информация о том, что ракеты какие-то отгрузили россияне в Венесуэлу, Мадуро, что там тоже не сидят и не ждут, пока на них будет нападать Трамп, а прям готовятся к этому. И Китай заинтересован в Венесуэле, и россияне там оружие могут подкинуть. И Америка ввязывается в такой своеобразный Афганистан, ну вот конкретно в Венесуэле. Трамп выступал... джунглей, скорее всего, Вьетнам. С учетом джунглей там. С учетом джунглей, да. Там Трамп просто на днях был же там праздник военно-морских сил. Тоже такая интересная дата, знаете, вроде как величие, матросики, Трамп выступает на трибуне, а просто люди, которые плюс-минус умеют работать с цифрами и номенклатурой, немножко открыли этот флот американский и посмотрели, а сколько строится, а сколько старых корыт плавает, а как вообще там обновление происходит этого флота. И оказалось, что такой праздник, конечно, чуть ли не со слезами на глазах. Вот так это выглядит языком цифр. Конечно, нет, помпезно, красиво, самый мощный флот США, такие мощные, но как бы там в плане устаревших вооружений, извините. Так вот, тут же очень интересен другой момент. На этом празднике он говорит, мы условно получили американцы Афганистан и Вьетнам. Почему? Потому что слишком были гуманные, вот эти ценности соблюдали всех там, да. Это же его слова. Да, так оно и То есть вполне себе нас может ожидать от миротворца Трампа, который войны заканчивает, прям серьезная драчка в Венесуэле, кровавая мясорубка. Гуманные же были. Так Мадуро тоже не лыком шит. Вряд ли будет бросать все и убегать, как Янукович. После пятницы Трамп как с цепи сорвался. Если в пятницу он не получит вот эту премию Нобелевского мира, зачем ему стараться тогда? Просто можно смело идти в бой. Хотя, как он себе это представляет, вы очень правильно обрисовали. С одной стороны, флот сделал так, что, видимо, человек амбицировался после того, как он увидел китайские аппараты и хочет хотя бы на уровне военно-морских сил показать такое масштабное, догоняющее или обгоняющее демонстрацию Китая. А за краской вот этих новопокрашенных корыт боевых, коих некоторые из них, конечно, серьезные, но, понимаете, там есть несколько типов авианосцев у США. Вот эти общее количество, маленькие, средние и большие, то ли под 14, то ли под 18-20, я постоянно путаюсь, потому что постоянно обычно 20 с чем-то, 30% из них на какой-то капремонт, который длится годами, а последние пару лет я смотрю, где-то больше половины из них постоянно находится на какой-то ремонт. То есть боеспособных там 3-4 до 5 может быть максимум из всего этого великого могущества. И они и так несут вот это боевое дежурство. Один в Средиземном море, другой в Индийский океан, третий в Тихий океан, четвертый, пятый, наверное, где-то там еще где-то как-то. То есть не так уж и много. Иначе так посмотришь в Дуропедию, смотрится капитально. То, что сейчас происходит в Венесуэле, как вы и говорили, я сразу открыл. Увидел такие могущественные удары по каким-то страшным кораблям. Доминиканская республика сообщает об ударе сейчас по наркоторговцу вблизи ее побережья. Лодка, как будто эсминец они поразили.
Потом, ранее сегодня утром, это 4 дня назад, по приказу президента Трампа, я нанес смертельный кинетический удар по судну наркоторговцев, связанному с назначенными террористами организации в зоне ответственности. 4 мужчин, наркоманов на борту судна были убиты в результате удара, и никакие американские силы не пострадали в ходе операции. Какие могут пострадать, когда ты бьешь через дрон, где даже американского пилота там нет такого? Ну, как реагировали венесуэльцы? Ну, там есть еще один Ocean Trader, большой американский корабль, высоко настраиваемый грузовой корабль, преобразованный в командный центр специальных операций и родильское судно, это, наверное, деревянный перевод, управляемое США, военное командование морских перевозок МСЦ было замечено сегодня в Южном Карибском море у берегов США, Виргинские острова, примерно в 400 милях от Венесуэлы. А Венесуэла, действительно мобилизация, ПВО, вертолеты, другие ракеты. Ну, я на специальные военные карты сейчас смотрю, и даже несмотря на вот это землетрясение, которое было в районе Маракайбо, Каракасе, там ощущалось 6.2 даже на западе, ну, они готовятся. Так что вы совершенно правильно сказали по поводу Мадуро, там заформляется такой момент и конфликт, который, Александр, я понимаю, что многим, наверное, это не понравится, но я опять к тому, ну, Америка на самом деле выглядит как энергопрофицитной страной, но с учетом внедрения, расширения и углубления шестого технологического уклада, потребление энергии не увеличивается, а приумножается. Потому что все эти айтишники, которые 3 недели назад, в количестве 33 человека, кстати, вот такое специальное число, были к Трампу, о чем они просили? Они просили о большей энергии, о меньшей цены на эту энергию в США, для того, чтобы заниматься своими хай-тековскими там вещами. Количество электромобилей увеличивается? Увеличивается. А что такое электромобиль? Электромобиль – это равно по количеству потребления одному домохозяйству. Один электромобиль – это одно целое домохозяйство. То есть увеличение этого – это увеличение потребления на энергогенерацию, на энергораспределение без увеличения количества производства этой энергии. Поэтому любой источник энергии, что нефть, что газ, что уран обогащенный, что любые другие технологии, для них сейчас будут архиважны. И поскольку Венесуэла здесь под боком, и по старым, скажем так, канонам доктрины Монро, это должно быть нашим задним двором, причем ближайшим нашим задним двором, а там действительно, не помню, то ли 11, то ли 17% из мировой там нефти, и не только нефти, много чего другого, ну нельзя оставлять такое, просто нельзя оставлять такое. Оставить Венесуэлу под Мадуро, это все равно оставить, Боливию под Эво Моралес. А Не, ну почему подождите, стойте, был же Гуайдо, и где? Был и сплыл, понимаете? Ну, тут тоже такой момент. Законно рожденный сын Барака Хусейна Обама II, его близнец, прямо так скажем. Шучу. Шутка, теория конспирации, шутка. Были же эти все вещи, понимаете? Поэтому тут тоже такой момент. И опять-таки, я не то что спорю, я дискутирую, да? Это же тоже вопрос очень дискуссионный по поводу гигантской нефти Венесуэлы, да? Запасы, да, есть. Нефть специфическая, тяжелая. Ну, понятно, есть такой момент. Чтобы их... Вот как вы... Вот, понимаете, в чем дело? У нас проблема нашего мышления, и Трамп тоже об этом страдает, и наши все вот эти, скажем так, комментаторы, они вот как думают? Сейчас, значит, Мадуро убираем, приходим, и все. Кран открыли, нефть потекла. Там геологоразведка, там строительство, там инфраструктурная подготовка. Дай бог, что если условно, гипотетически, вот так, по щелчку пальцев не будет Мадуро и заходят американцы в Венесуэлу, они там года через 3 только что-то смогут качнуть первое из вот этих невиданных запасов. То есть тут тоже такой момент. Ну, он такой специфический, особенно в условиях Венесуэлы. Тут люди, которые там разбираются примерно по Южной Америке, они, в принципе, так и говорят. Это все, понимаете, это бумажный тигр. Америка предстает бумажным тигром. Они разносят эту лодку, моторку, понимаете, снарядом, как вы только что описали. А по сути, представляют это, как будто они, не знаю, с космоса поразили там инопланетный корабль, и инопланетяне, которые хотели вторгаться, заплакали, обиделись и улетели, и сказали: о, нет, все, у вас же американцы, человечество, поэтому мы не будем высаживаться. Понимаете, это все дутая история.
И Трампу нужны вот эти дутые истории. У него же колоссальная проблема. Внутри несколько штатов есть решение о вводе войск. Ввод войск. Гвардия, Нацгвардия, Подождите. Нацгвардия. Это ввод войск в штаты. Из одного штата Нацгвардию перемещают в другой штат для того, чтобы порядок был. Те, которые в том штате говорят, ребята, вы чего? В Портленде подавление восстания, так называется у них норма Конституции. Говорит, отправляем туда войска. Местные говорят, они же штаты, они как государство отдельное. Говорят, вы чего? Они не могут заявлять о том, что это вторжение, потому что вроде как же США это Объединенные Штаты Федерация, Америки. это федерация. Но по сути это, простите, Трамп вводит войска в отдельные штаты. И его там внутри, в этих штатах, не понимают. Преимущественно демократические штаты. Да. И у нас назревает очень такая специфическая история. Он пытается ломать через колено Deep State, уклады, местные элиты. И это тоже аукнется. И поверьте, на Венесуэле и то, что там может начаться в плане кровавой бани в первую очередь. Я много задавал вопросы за эти 3 с чем-то года войны, почти 4 в Украине. А где же у нас движение за мир? Не за Россию, не за капитуляцию, а за мир. Вышли бы люди по всем странам, подняли бы, сказали мир, давайте договариваться. Они не вышли бы и не сказали Путин плохой, или Зеленский хороший, или наоборот. Да? Они бы вышли и сказали, мы хотим мира, мы требуем мира. Нам все равно, кто плохой, кто хороший, садитесь, договаривайтесь. Так в Америке может возникнуть это движение за мир на фоне новой войны Трампа в той же Венесуэле или где-либо еще. И вот этого движения, оно же обрастет. Палестина, и вот это про палестинские вещи, и Сорос, которого пытается придушить Трамп, это только репетиция. Репетиция. Они же сразу за мир, они быстренько обрастут. И проблемы начнутся у Трампа серьезные, и к выборам Конгресса прям катастрофические в политическом смысле этого слова. Поэтому он и вводит эти войска. Как вы смотрите на эти внутренние решения Трампа? Наверное, это один из немногих редких случаев, когда я не согласен с одной только частью из того, что вы выложили, именно что на Венесуэле это дутая история, это не так интересно. Слушайте, это очень даже интересно, потому что даже если эти расчеты по поводу количества их нефти может быть устаревшие, вы не забывайте, что относительно недавно, меньше 1,5 месяца назад, Венесуэла уже официально аннексировала район Эсекибо, соседней Гуаяной. А район Эсекибо – это невероятно богатый район, в том числе и этим же. То есть можно сразу сказать, что тот, кто получит Венесуэлу уже в этом новом увеличенном объеме, получает не старые запасы, а много чего другого. Потому что это действительно важный регион. Раз. По поводу того, что Трамп сводит счета сейчас с Демократической партией США любыми мыслимыми и немыслимыми средствами, на самом деле да, причем он пытается переломать через колено и святую святых, за которую стреляли в 6 или 7 президентов и успешно убили 4 из них, а именно он наезжает на Джером Пауэлл и называет его Джером Too Late Пауэлл. Too Late означает слишком поздно, дядя какой-то тормозной типа. Он его обзывает смело и даже меняет наезжает на эту дамочку Кук, это мадемуазель или мадам, это вопрос безинтересный, скажем так, на фоне вот этих больших вещей. То есть он прекрасно понимает, откуда растут все эти его огромные проблемы и любой американской администрации. От момента, кто контролирует Федеральной резервной системой, кто из реально частной попытается сделать ее хотя бы наполовину государственной, либо под госрегуляциями, зависит, можно ли проводить какую-то любую, в том числе и внутреннюю политику, которую вы и так красочно обрисовали, в каких-то регулируемых и контролируемых рамках, потому что у всех предшественников Трампа это не получилось у него и в его прошлой каденции, когда ему просто сделали такие странные выборы, где ему показали, что они могут уже все, и никакие правила больше не работают. Дальше, если помните, устроили Black Lives Matter, Портландскую республику,
В Атланте это было, где это не было. Это вообще был ужас по всей Америке. Парады этих там черных, которые вооруженные, которые были готовы чуть ли не воевать. Хотя, честно говоря, не сильно умные ребята, потому что всех черных, даже цветных в Америке, это 13%. А там все вооружены, не только эти 13%, и даже не белых там 13%. То есть глупость, конечно, но они все равно это сделали. Так что действительно Трамп абсолютно с вами согласен в том, что он вынужден сейчас заполучить какую-то победу. Каждый американский президент, есть такая ироническая пословица, что имеет право на хоть и небольшую, но какую-то победоносную войнушку. Ну, у Трампа, который сейчас пытается получить Нобелевскую премию мира, сказать, что у него есть какая-то победоносная, а где она? Что это? У него даже с переговорами с каким-то Путиным, понимаете ли, я, конечно, сейчас иронизирую, даже саркастически это говорю, не сильно получается договариваться только с Биби Нетаньяху. И получается разговаривать и переговаривать с Зеленским, если так коротко. В прошлой своей каденции что он сделал? Но он, за исключением вот этого удара теми же самыми легендарными уже томагавками, которые нанес удар по Сирии, о которых он так предупредил, чтобы ни один солдат, ни один человек, ни один осел, ни один верблюд не пострадали, только вот эти здания, все было чисто. Помимо этой демонстрации тогда, другой войны не было. Да, он тогда распорядился убить генерала Касем Сулеймани 3 января 2021, по-моему, года в аэропорту Багдада. Но это не война. Это убийство второго человека в иранской иерархии, в некоторых отношениях первого, но у тебя нету победоносной войнушки. Посмотришь на все до него, что республиканцы и что все остальные, воевали. Воевали, потому что не могут не воевать. Военно-промышленный комплекс, те же самые BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, Raytheon, Northrop Grumman, Lockheed, Martin, Boeing, все, они производят какое-то добро. И куда это добро девать? Мы это продаем, но если мы просто продаем тем, которые у нас это покупают, а не помогаем им воевать, то бишь тратить вот это добро, это все равно кончится. Рыночная экономика – дело рыночное, невидимая рука рынка должна быть более видимой. И они заставляли всех американских президентов воевать. Неважно, хотели ли они это или нет, но они все равно воевали. А Трамп сейчас хочет стать и миротворцем, и получить какую-то победоносную войнушку. Поэтому, когда какую-то шлюпку там, какую-то лодку там с 3-4 человеками там на борту и того, празднуем как будто великую армаду Нельсона там в Трафалгаре где-то что-то такое великое учудило. Ему нужно какой-то продукт победы. И он будет добиваться этим продуктом победы. Я боюсь, что он будет на Ближнем Востоке в рамках этого месяца, потому что там дела действительно идут скверно со всех сторон, но это уже наша старая тема, которую, наверное, сейчас не будем опять начинать. То есть вы не верите в то, что добьются мира? Не будет. Не будет просто потому, что все эти условия Трампа, 21 условий, Хамас сказали, мы согласны со всем, но с такими нюансами, что больше половины из этого можно выкинуть в мусорное ведро. Правда, мы делаем вид, что мы с этим согласны. Понимаете, это пока что сделать не так и не сейчас, и не в этих рамках, и не на этих условиях. А он говорил, у вас нет времени, у вас дедлайн, он был пятница, вот сегодня уже вторник, то есть даже не понедельник. И я припоминаю, что он сделал там с Ираном, я припоминаю, что он сделал там, и когда все остальные там подобные были, 13 июня, что там было, если мы помним, я все это помню. Это было сейчас, в этом году, даже не на нашем веку, в этом году. Так что Хамас точно, во-первых, не согласится, во-вторых, даже если согласится, не выполнит, и в-третьих, даже если выполнит, не выполнит количественно-качественно и в срок, что буквально обязует Трампа тогда уже нанести действительно удар. И не только Хамас. Там Турция, там Египет. Египет продолжает перебрасывать на правый берег Суэцкого канала огромное количество войск. Они уже инфраструктуру разворачивают. И Израиль, мягко говоря, большой нервотрепки. Есть за что. Самая большая арабская армия в мире. Египетская. Самая большая. Это вам не Газа. Это вам даже не Хизбалла. Это вам даже не отдаленный Иран и не те хуситы. Это самая большая арабская армия в мире, египетская, на сегодняшний день. Поэтому там не может не быть. Там не может не быть. Да, давайте еще одну тему пройдем с вами. Понятное дело, что вещи такие своеобразные происходят, но насколько... Делимся размышлениями над чашкой чая. Да, вот давайте, поделитесь своими размышлениями насчет положения дел у Макрона. Кажется, все. Сливайте воду. Слушайте,
Я человек, который, ну, мягко говоря, не симпатизант Макрона, но в конкретном случае не то, что мне жалко его, но ему не позавидуешь. Просто потому, что у него исчерпался кадровой потенциал вовсе. Причем не просто кадровой потенциал. Франсуа Байеру это был человек функциональный. Он специально ну, ушел с этого поста не потому, что не хотел или не мог это сделать, а потому что условия задачи, которые ему ставили, инструменты, ресурсы, делали невозможное, чтобы он это сделал, и ему по-любому пришлось бы уйти просто с рейтингом похуже и более болезненным путем. Вот этот Лекарню, который сразу, он до этого, кстати, был министром обороны, вот этот Лекарню, он чистый бюрократ, это офисный планктон, это человек, который ни в чем не годится, чистая синекура, который достаточно, ну, он чувствует себя только хорошо, только в офисных условиях. То он вообще ни в чем не годится, он просто идеальный бюрократ для любой администрации, не более чем. Правда, функционала от него ноль, если не минус. И сейчас, когда сделали его премьер-министром, у него на поласпиринчика хватало здравого ума достаточно быстро и оперативно освободиться от этих обязательств, что он будет заниматься этим делом действительно всерьез. Он мог бы это, конечно, сделать и быстрее, но сделал. Поэтому у Макрона, с одной стороны, плохо, потому что некому управлять Францией. А Франция действительно бурлит очень тяжелыми нарастающими проблемами. Это как экономика России. Они идут не в ту сторону, и скоро какую-то модель, либо вариант, как выйти из этой ямы, кроме как какая-то тоже внешняя победоносная войнушка, у них нет. 20% населения Франции – это алжирцы. 40% Франции – это не французы. Алжир – это 40 миллионов, и отношения Франции с Алжиром сейчас практически предвоенные, почти военные. А вот выходит вот этот странный французский генерал сейчас, Пьер Шиль, и говорит, мы должны быть готовы к любой войне с Россией, и даже сроки ставим, и здесь нужно уже копать, готовиться, вооружаться, обучаться. Ну, любой генерал нормально, когда он это говорил. Но когда со стороны Франции говорит это не в сторону тех реальных своих проблем или даже, скажем так, военных угроз, а в сторону России, и Макрон ничего, и Макрон ничего. Я все понимаю. Я понимаю, что Франция 36 атомных электроцентрал. Им нужен уран. Им нужен не просто уран, а уран 235. А этот уран Россия, Вагнер и другие фигуранты в Африке отняли путем Нигера, Мали и Буркина-Фасо и еще там какая-то Центральноафриканская республика. То есть 40% французского урана нет, заместителя его пока что нет, Казахстан пока не согласился его давать, другие более-менее богатые, профицитные на годного урана страны пока что не дают, они не дают, потому что они дают другим, они дают это британцам и американцам. То есть свободного урана просто нет, и им нужно что-то. Ему нужно что-то, потому что иначе просто и энергетически, и социально, и политически, и идеологически эта Пятая Республика, она уже трескается по швам, и это постоянная фронда, это постоянная гражданская война. С 2015 год по сей день это именно так. Напомню, почему это произошло. Не Потому что он остальные... смотрел влюбленными глазами на Зеленского и целовал его в щеку при встрече и прощании. Ну, это мужская любовь, дело такое, понимаете, или гомосексуальное, ну, или там бисексуальное, или мультисексуальное. Это уже их там изящество французские, что называется. Потому что 2015 год Франция наложила право вето и не согласилась на внедрение трансатлантического торгового соглашения на территории Европейского Союза. Сразу после этого начались эти проблемы, и смена этих президентов не привела к тому, что эта ситуация во Франции улучшилась. Менялись одежды, менялись брендинги, были желтые жилеты, были протесты за пенсионную реформу, были террористические акты, были любые другие упаковки, но суть-то одна: Франция горит, Франция разрушается, и есть массу недовольных людей, иждивенцев, которые ничего не делают и ничего не любят, кроме как безобразничать. И они этим занимаются, и их достаточно много. Количество – это уже качество. И сейчас, чтобы, скажем так, ну, как-то подстегнуть, наверное, или дать урок, как это делается, how to do, что называется, Саркози 5 лет. Саркози 5 лет реальной тюрьмы.
Не 4 года условно, 5 лет. Саркози, кстати, был одним из тех, который действительно сопротивлялся тому же самому трансатлантическому торговому соглашению. И хотя он защищал действительно некоторые интересы и Франции, правда, скверным образом, как он мог и как он это видел, но некоторые интересы, некоторые, подчеркиваю, ему сейчас 5 лет, а может быть именно из-за этого. И что может сделать сейчас Макрон? Будет делать то, что нужно, ну, последует за Саркози, а может быть и хуже. Будет делать то, что от него просит, ну, улица его разорвет. Она уже пылает, она уже кипит, вот эта улица. Париж это уже не Париж. Париж это уже черта что. Париж уже это Порт-о-Пренс Гаити. Какая? Тон-тон Макуты, папа Док бегают по улицам Парижа и обустраивают такой специфический тон-тон макутский порядок. Ну, для тех, которые знают, что это такое тон-тон Макуты. И что такое Гаити, и что такое Порто-Пренс. И что такое Гаити сегодня. Это тоже гнойник, который вообще-то не поддается никакому управлению, никакому решению. Бандой, правда. Бандой. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Какая главная цель уничтожения украинской инфраструктуры? 2%. Изматывание ВПК России. Ну, пока Россия тратит свои снаряды, она не так опасна для Европы. 9% удар по карману Европы как раз таки, потому что это все нужно будет восстанавливать и платить, и помогать европейцам. Делает войну дороже для Запада. 23% катастрофа, которая всех отрезвит. Ну, придет какая-то гуманитарная история, или химпредприятие, или ЗАЭС, или другая АЭС, в общем, что-то произойдет, и все сразу, оп, все, давайте остановимся. И 66% это все-таки принуждение к капитуляции. Вот такие итоги. Пламен, давайте буквально пару вопросов от нашей уважаемой аудитории. Вот конкретно из сообщества YouTube. Значит, о Болгарии спрашивает вас Рексаш. Добрый день, Александр Пламен. К Пламену вопрос. Когда Болгария вступила в ЕС, она стала хуже или лучше жить? И актуален ли сейчас данный союз при плюсах и минусах? Заранее спасибо. А Мара Кара спрашивает, как видите дальнейшее развитие событий в Болгарии? Когда Болгарию вошли в Евросоюз, она не входила. Ее вошли, никто никого не спрашивал. Болгария, естественно, стала жить хуже. И вот это внутреннее напряжение стало выливаться путем людей, которые пошли в Евросоюз на заработок. И Болгария, которая была к этому моменту 7 миллионов, сейчас 5 миллионов. Причем ушло не просто 2 миллиона, ушло трудоспособное население, фертильное, которое вышло со всей семьей. И в Болгарии остается побольше стариков, побольше детишек и побольше других, ну других, неважно каких. Поэтому для того, чтобы Болгарию вошли в Евросоюз, они аккуратно позаботились о том, чтобы мы выполнили все еврокритерии, а еврокритерии заключались в окончательной деиндустриализации Болгарии, запрет на наше производство, уничтожили 200 с чем-то сортов яблони, уничтожили массу другого и запретили, чтобы это больше работало каким-то образом. И только после того, как они уничтожили полностью абсолютно все наши возможности быть каким-то рыночным либо технологическим конкурентом, только тогда в качестве уже полностью нейтрализованной страны нас вошли в качестве количества, в качестве обязательного рынка, который сейчас завалят долгами, кредитами, для того, чтобы население изначально подумало, что сейчас живется лучше, потому что кредиты даются проще и легче. Кредиты давали всем. И сначала была какая-то эйфория, которая была доказательством глупости и бездумности большой части населения моего народа, к сожалению. Так что, если на сегодняшний день сделать какие-то опросы, хотите ли вы оставаться в Евросоюзе или НАТО, я думаю, что процентов от 40 до 70 будут голосовать за того, чтобы мы вышли, потому что мы этой евростряпней очень хорошо наелись. Тогда были люди, которые, ну, скажем так, были в феерическом настроении, многие, достаточно многие, потому что тогда мы видели только вот эту накачанную куклу под названием Польша, которая получила 320 миллиардов евро тогда, 2002-2003 год, бесплатно, потом получили евро предприсоединительные фонды и на другие условия не как мы, потом получили еврофонды и на другие условия не как мы, потом получили субсидии на все свои производители в 2-3 раза больше, чем болгарские либо румынские производители. Там двойные, тройные, четверные стандарты. Если кто-то думает, что сейчас
ситуации, если Украину примут вместе с Молдовой, это будет хорошо. Это хорошо будет длиться пару-тройку недель, а потом будут долгие годы похмелья. Голова будет очень сильно болеть, ребят. Имейте в виду. Да, Предупредил. Не ну, скажите, что не предупредил. ну и давайте о Польше. Игорь спрашивает. Соболезнования в связи с последними событиями в Болгарии. Очень нравится ваша страна. Особенно люблю монастырь Аладжа возле Золотых Песков. Аладжа монастырь, Аладжа, да. да. Я живу в Польше и хотел узнать ваше мнение. У меня два вопроса. Пламен часто говорит о войне в Европе. Кто с кем будет воевать? И будет ли эта война, как в Украине, наземная, с оккупацией территорий? Может, все-таки у России отберут Калининград в обмен на Эстонию? И второй вопрос. Недавно ВВП Польши превысила триллион. Она может войти в Г-20. Зачем глобалисты вкачали в Польшу столько денег, чтобы ее потом разрушить войной? Начну с конца. Ну, кто с кем будет воевать, это будет обычный Драхнат Остин, план Фридрих Барбаросса 21 века, по тем же самым, кстати, причинам, потому что многие из внутренних проблем нельзя решить без того, чтобы завоевывать ресурсы России, причем завоевывать на условиях сокращения населения большой России. Для них Россия это и Беларусь, и Украина, и Россия. Они эти разницы делают только политически, либо лицемерным образом. Поэтому для них это важно просто потому, что в этой Европе практически ничего нет. Ни леса, ни угля, ну уголь есть там немножко, минералы и энергоисточники нет. Все ресурсы, скажем так, на территории европейского континента, географического я имею в виду, до Урала, что называется, ну большая часть из них лежит на территории бывшего Советского Союза, Восточной Европы, либо сегодняшней России. Поэтому им некуда деваться. И куда-то надо девать вот это злое неместное население, которое сейчас заполонила вот эту Европу и поменяла всю эту демографию. Наверное, они собираются из них сделать какие-то солдаты. Я не уверен, что из них это получится, но знаю, что такие планы есть. А по поводу того, почему они накачали Польшу, они накачали не только Польшу. Они сохранили и накачали 4 страны. Эти 4 страны это Чехия, Словакия, Польша и Венгрия. Это Вышеградская группа, это НАТО внутри НАТО. Это специфическое НАТО внутри НАТО, которому, в отличие от другой части Восточной Европы, сохранили военно-промышленный комплекс, сохранили вооружение, привели под так называемыми стандартами НАТО, а привести вертолет Ми-8, либо танк Т-72, либо самолет МиГ-29 по стандартам НАТО. Если кто-то думает, что это сложно, я вас удивлю. Поменять радиостанцию, частоты свой-чужой, и все, ты в стандартах НАТО, и все дела. Потому что вот это НАТО внутри НАТО должно быть первым ударным железным кулаком, через которым они будут бить по этой России. Именно поэтому и сохранили именно этот военно-промышленный комплекс. И об этом достаточно откровенно. 2013 год, в феврале был Чикагский совет, где выступал Джордж Фридман. Джордж Фридман тогда был вторым человеком, вторым совладельцем частного ЦРУ под названием Стратфор. Сейчас он занимается другими делами и читает другие лекции, но он совершенно честно сказал: нам нужно, чтобы ни за что в ближайшие 100 и за прошлые 100 лет мы не допустили воссоединения немецких технологий, образований, умов и так далее с ресурсами России. Поэтому нам нужен физический большой клин, который должен быть антинемецким и антирусским. И этот большой клин – это Польша, это план Интермариум, это от Балтийского до Черного моря, который сейчас уже после 2016 года назвали уже 3 моря, то есть добавили и Адриатическое море. И этот клин должен не позволять этому воссоединению, потому что если 300 лет это воссоединение работало, я имею в виду после Петра I, все российские императоры были без исключения рождены немками, причем из конкретных немецких провинций, конкретных, а не любых, то бишь воссоединение вот этими ресурсами американцы, британцы и все остальные западенцы совладеть не могут. Поэтому они должны раскромсать, разделяя властвуй и поддерживать вот этот клин горячим и могущественным, военно-могущественным. Поэтому Польшу они готовят не для того, чтобы полякам было хорошо, а для того, чтобы поляки отработали вот эти 320 миллиардов евро предварительно, плюс все остальные благости и, скажем так, приятности, которые потом они получили, кровью, смертью, сражением войской своей. Напоминаю, что одни только патриоты на территории Польши в 10 раз, ну если не в 10, в 6-7 раз как минимум, больше, чем вообще было и того поставлено в Украине. И они будут увеличиваться. И заказы у них до 2029 года еще будут добавляться. Так что их готовят к продолжению вот этого Фридриха Барбаросса 21 века. Да, друзья, всем большое спасибо, что побывали на нашем сегодняшнем прямом эфире. Пламен, благодарю за время и мысли. Братья и сестры, дамы и господа,
товарищи, друзья, не друзья, враги, троллы, боты и все остальные, даже случайно попавшие на наши каналы. Выключите, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все у вас приложится. Всего вам доброго, будьте с нами, продолжение обязательно следует. Добра и света! Увидимся.